Путин принимает решение о вторжении, детали и подробности из Германии. Что заставило диктатора пойти на крайние меры? Грандиозный скандал в парламенте, теперь он может попросту развалиться. В сеть слили записи разговоров. Падение интернет или падение режима, тысячи погибших, резкое заявление президента и при чем тут Илон Маск? Область под плотным огнем, власти пытаются скрыть, но это все равно выползает в сеть. Что стало целью беспилотников? Обо всем расскажем. Об этих и других самых главных событиях вечера среды, 14 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. То, о чем не скажут по телевидению, особенно по российскому телевидению, Ростов-на-Дону этой ночью проснулся не от сирен, а от глухих ударов, которые шли один за другим, а потом город накрыло дымом. Жители пишут, что слышали не менее 10 взрывов, а вскоре в одном из районов вспыхнул масштабный пожар. Предварительно беспилотники били по резервуарам с нефтепродуктами на территории завода «Эмпилс». Именно эту версию обсуждают в публикациях после налета на фоне фото и видео пожара, которые разошлись по сети. Губернатор Ростовской области подтвердил пожар на одном из промышленных объектов в западной части города. В целом, говорит, воздушная атака зафиксирована в 10 городах и районах области. Массовая атака получается. Одесса после удара российских шахедов буквально в масле. После атаки по портовой инфраструктуре и резервуарам с подсолнечным маслом дороги и прилегающие территории оказались залиты продуктом. Начались работы, чтобы масло не ушло дальше в лиман и море. Это продолжение российской кампании, начавшейся с интенсивных ударов в декабре прошлого года. То есть это не случайный побочный эффект, а повторяющийся сюжет. Бьют по хранилищам и экспортной логистике. Подсолнечное масло – один из главных экспортных товаров Украины, а удары по таким объектам бьют не только по конкретному складу, но и по валютной выручке и рынкам поставок. Разлив подсолнечного масла после подобного обстрела в декабре вызвал настоящую экологическую катастрофу. Волонтеры вычерпывали песок и доставали погибших птиц из воды. Российские обстрелы докатились до Европы. Страна НАТО в шаге от блэкаута. Вице-премьер и министр цифровизации Польши заявил, в конце декабря страна была очень близка к отключению электроэнергии из-за атаки со стороны России. По его словам, в конце 2025-го атак на польский энергетический сектор было много, и ситуацию было трудно контролировать, в том числе из-за плохой погоды. Все указывает на то, что мы имеем дело с российским саботажем, потому что все нужно называть своими именами, саботажем, который должен был дестабилизировать ситуацию в Польше. У нас есть хорошо подготовленные учреждения, и паниковать нельзя, но Польша – самая атакованная страна в Европейском Союзе. Эти саботажи, гибридная война с Россией продолжается. Ранее министр энергетики Милош Матыка сообщал о неудачной кибератаке на ряд объектов, которые производят электроэнергию в последние дни 2025 года. Гавковский уверяет, польские институты хорошо подготовлены и нет причин для паники, но напомнил и другое. Еще в ноябре он говорил, что Польша получает больше всего кибератак в Евросоюзе. Путин принял решение о вторжении. Коварный план в голове диктатора. Когда именно это вторжение оформилось в его голове, об этом, как оказалось, знает известный немецкий политик. Получается так, что немецкие канцлеры после ухода с должности резко начинают делать самые откровенные заявления под грифом «на самом деле все было не так». Все это можно было получить без войны. Это означает, что он хотел войны. Олаф Шольц сделал это заявление на презентации книги «Провал» о том, как Германия ошибалась в политике в отношении России. Он подчеркнул ключевые требования Москвы, вроде внеблокового статуса Украины или отказа от размещения дальнобойных ракет. Этого можно было добиться и без стрельбы. То есть он не говорит, что эти требования были посягательством на независимость страны. Нет, говорит, что методы достижения не те. Одна из самых известных политиков страны, наверное, даже всей Восточной Европы, старожил и лидер одного из самых больших и старых блоков в парламенте под подозрением в коррупции. Обыски у Юлии Тимошенко и в офисе ее партии проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины, и это может означать как борьбу с коррупцией во власти, так и приближение выборов. По данным источников «Украинской правды», в политкругах главе фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко антикоррупционные органы уже сообщили о подозрении. А в сети даже появились аудиозаписи, которые должны эти подозрения подтвердить.
Только у меня вопрос. Это Радов и вот это 10 или... Как думаете? Вот эти. Ага. Один раз в месяц. Это постоянно действующая история для каждого человека. Все ясно. Одного человека. Это устроит так? Ну, это, конечно. И Лучше, чем было. вот, и у нас 1 месяц, это считается 2 сессии. То есть мы платим 10 за 2 сессии, платим предоплату за 2 сессии. Что известно по фабуле дела, НАБУ и САП, специализированная антикоррупционная прокуратура, заявили, что разоблачили руководителя одной из фракций на предложении неправомерной выгоды депутатам из других фракций, то есть взятки, за голосование за или против конкретных законопроектов. Имя в релизах не звучит, но источники «Украинской правды» утверждают, что речь именно о Юлии Тимошенко. Хотя в медиа также появилась информация о том, что обыски проходят и у главы фракции президентской партии Давида Арахамии, но официальных подтверждений этому тоже пока нет. Тут стоит напомнить, что накануне Рада провалила голосование о назначении министров обороны и энергетики, главы СБУ и другим кадровым вопросам, предложенным президентом. Совпадение или нет, тут решать вам. Страна закрывается от мира, интернет стремится к нулю. В Иране протесты уже унесли 2571 жизнь, заявляет правозащитная группа «Охрана». И если Вашингтон и Тегеран снова столкнутся лоб в лоб, регион может сорваться в еще более жесткую эскалацию. Особенно после прошлогодней израильско-американской кампании ударов по иранской ядерной программе и на фоне 2-летней войны в Газе. Мы подтвердили более 1800 погибших, точнее 1850 убитых протестующих. Еще 779 случаев сейчас на проверке. Даже одна смерть – это уже слишком много, а сейчас счет идет на тысячи. С момента создания организации мы выстроили и поддерживаем большую сеть контактов по всей стране. Поэтому, чтобы подтвердить информацию, мы опираемся на эту сеть внутри Ирана. Все, что мы публикуем как подтвержденное, обязательно подтверждено первоисточником внутри страны. После начала почти полного блэкаута связи SpaceX сделала Starlink бесплатным для Ирана. И это при том, что Starlink в стране официально запрещен. Интернета в Иране нет с 8 января. Параллельно Тегеран ускоренно строит внутренний интернет. Только госпоисковики, карты, мессенджеры и стриминг. И все через жесткую цензуру. Реза Пехлеви, сын последнего шаха и один из самых узнаваемых оппозиционных голосов в изгнании, заявил Fox News, что силы оппозиции готовы вмешаться, если духовный режим в Иране таки посыпется. Мы дошли до момента, когда требуются конкретные действия, вне зависимости от того, чего хочет исполнительная власть. Законодательная ветвь должна поддержать все, что способно усилить нацию, потому что в конечном счете речь идет именно о расширении возможностей людей. Дональд Трамп призывает иранцев не останавливаться и повторяет помощь в пути, правда не уточняет, что именно он имеет в виду. Вы сказали сегодня утром Ирану, что помощь уже в пути для протестующих. Что вы имели в виду? Какая помощь? Вам придется самому это выяснить, извините. Трамп не исключает силовой сценарий, но уже ударил экономикой, ввел 25% тарифы на товары из стран, которые продолжают вести бизнес с Ираном. Китай, который покупает значительную часть иранской нефти, резко раскритиковал этот шаг. Мы поддерживаем и надеемся, что правительство и народ Ирана смогут преодолеть нынешние трудности и сохранить национальную стабильность. В то же время мы выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела государства и не одобряем применение силы или угрозы силой в международных отношениях. А в Израиле, по данным источников, Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали возможность американского вмешательства. Иран тогда, после того, как я их ударил и уничтожил их ядерные возможности, которых у них теперь уже нет, понял намек. В прошлый раз они получили сигнал, им лучше вести себя тихо и не дергаться. Но есть деталь, которая охлаждает ожидания быстрого падения режима. Несмотря на масштаб волнений, в сообщениях пока нет признаков раскола среди силовой элиты. То есть улица горит, давление растет, угрозы звучат все громче, но система пока выглядит цельной и готовой давить дальше. В пятницу там творился настоящий ужас. Они стреляли в людей безо всякой причины, прямо на глазах у детей. Мои дети это видели, они поджигали все скамейки. В пятницу в час дня у меня отключили интернет, отключили телефон. Это было как в Северной Корее, никакой связи. Тела 50 или даже сотни человек свезли в один из торговых центров в Мешхеде, в то время как их семьи не знали, где их дети. К слову, для того, чтобы вы всегда оставались на связи, не обращая внимания на все ограничения, мы разработали собственный VPN и предлагаем вам настоятельно им воспользоваться, потому что это быстро и безопасно.
Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное — не знать, что происходит. Не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. Кран, стройка, пассажирский поезд и катастрофа. Строительный кран рухнул на идущий состав, поезд сошел с рельсов, часть вагонов загорелась. По сообщениям властей, в поезде было около 195 пассажиров. Кран стоял на стройке участка высокоскоростной линии, проект, который должен связать Таиланд с направлением на Лаос и Китай. Согласно последнему отчету о ситуации, всего 86 пострадавших, включая 22 погибших. Все тела уже доставлены в больницу Сикхио. Министр транспорта распорядился начать расследование причин, потому что здесь ключевой вопрос один – это технический сбой, человеческая ошибка или экономия на безопасности, которая в итоге списывается в графу «несчастный случай». Это уже не первая трагедия на этом же проекте. Раньше сообщалось о смертельном обрушении на стройке в той же провинции во время сильных дождей. А в прошлом выпуске мы рассказывали вам, как охота на танкеры вышла на новый уровень. Мы также говорили, что Белгород уже не тыл. Губернатор прямо намекнул на сценарий эвакуации. Бывшему президенту грозит пожизненная или даже смертная казнь, а в Венгрии назначили выборы. И позиции Орбана выглядят уже не железобетонными. На этом все. Увидимся уже завтра.